Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как заменить блок AHL, он же блок адаптивного освещения. Для того, чтобы заменить блок AHL BMW X5 E53, нам понадобится снять нижнюю пластиковую консоль в правой части перчаточного ящика. Также нам понадобится снять перчаточный ящик в сборе. Ссылку на видео о том, как снять вещевой ящик, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Так выглядит пространство сразу за вещевым ящиком. После того, как мы сняли в сборе перчаточный ящик, нам нужно снять пластиковую часть воздуховода с правой стороны. Нам нужно отщелкнуть фиксатор, отводим его в сторону и снимаем пластиковый воздуховод. После того, как мы сняли воздуховод, мы имеем хороший доступ к блоку AHL. Находится он у нас вот здесь, вверху. Блок адаптивного освещения. Для того, чтобы снять блок, нам понадобится в верхней части блока нажать на фиксатор белого цвета. Вот он, сейчас я сниму поближе. Итак, нажимаем на фиксатор в верхней части блока AHL. Отводим его вверх и подтягиваем на себя сам блок. И выводим блок с посадочного места. Если блок остановился в каком-то из положений, необходимо еще раз нажать на верхний фиксатор, оттянуть его вверх и подтянуть блок адаптивного освещения на себя. Так выглядит посадочное место блока. Вот наш блок адаптивного освещения BMW X5 E53 кузов. Оригинальный номер. Для того, чтобы снять блок, необходимо отсоединить разъем. В верхней части разъема есть фиксатор. Нажимаем на фиксатор и отводим фиксирующую скобу в сторону. Далее снимаем разъем. Наш блок AHL можно менять. Номер блока адаптивного освещения BMW X5 E53 кузов поближе. Далее приступим к установке блока. Первым делом нам нужно подсоединить разъем. Устанавливаем разъем. Далее поддеваем фиксирующую скобу. И нажимаем на фиксирующую скобу. Защелкиваем ее в посадочном месте. Проверяем. Фиксатор должен быть в таком положении. Далее можно устанавливать блок адаптивного освещения на место. Наше посадочное место блока адаптивного освещения. Заводим в него наш блок AHL и защелкиваем его в посадочном месте. Проверяем верхнюю защелку. Отлично. Защелка поближе. Защелочка должна быть вот в таком положении. Далее можно приступать к установке воздуховода и приступать к сборке. Ссылку на видео о замене блока комфорта GM3 оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Ссылку на видео о предохранителях BMW X5 E53 кузов оставлю вверху, вот здесь, во всплывающем окне и под видео в описании. В этом видео будет вся информация о расположении всех предохранителей BMW X5 E53 и о местах расположения реле. Приступаем к дальнейшей сборке. Нам нужно установить пластиковый воздуховод на место. Заводим его в посадочное место с левой стороны. Защелкиваем и устанавливаем на место фиксирующую скобу, которая находится справа. Заводим ее и защелкиваем. Готово. Ссылку на видео о замене блока света, он же Light Control модуль, оставлю вверху во всплывающем окне и под этим видео в описании. И приступим к установке перчаточного ящика. Заводим перчаточный ящик в посадочное место. Перед тем, как защелкнуть наши направляющие, нам нужно установить разъем дополнительного освещения на место вспомогательного фонаря. Далее нам нужно проложить проводку подсветки перчаточного ящика. Защелкиваем проводку в направляющих пластиковых. Так, и выводим наш разъем вовнутрь перчаточного ящика. Устанавливаем перчаточный ящик направляющими в
в посадочные места на тяге металлической. Открываем перчаточный ящик. Проверяем посадочные места. Далее прикручиваем верхние крепежные болты перчаточного ящика. Всего 4 штуки. Один. Второй. Третий. И четвертый. Крепежный винт. Поджимаем. Отлично. Далее нам нужно полностью откинуть крышку перчаточного ящика для доступа к нижним крепежным болтам. Подключаем плафон подсветки перчаточного ящика. И устанавливаем его в посадочное место. В предыдущем видео мы меняли лампу подсветки перчаточного ящика. Ссылочку на это видео оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Также в описании оставлю ссылку на видео о замене ламп и пересветке салона BMW X5 E53 кузов. Далее закручиваем крепежный винт с левой стороны перчаточного ящика, нижней его части. Поджимаем. И закручиваем крепежный болт в правой части перчаточного ящика. Поджимаем его. Достаточно. Далее заводим правый упор перчаточного ящика в посадочное место. Подводим упор перчаточного ящика. И защелкиваем фиксатор упора перчаточного ящика. Готово. Можно закрывать перчаточный ящик. Далее устанавливаем нижний пластик, который находится под перчаточным ящиком. Первым делом подключаем разъем подсветки. Готово. Заводим пластик. Попадаем в направляющие. Далее устанавливаем пластиковые фиксаторы. Один фиксатор находится у нас с правой стороны. Защелкиваем. Второй фиксатор находится у нас с левой стороны, вот в этом месте. Защелкиваем по часовой стрелке. И закручиваем последний крепежный винт нижнего пластика. И поджимаем. Подписывайтесь на канал, переходите на другие мои видео в описании под этим видео. До встречи на канале.